Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз «Гороскоп» на 2024 год. События 2024 года. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем, что думают карты. И это будут именно события. Я решила сделать видео общего характера, именно узнать, немножко заглянуть вперед, в каком направлении будут развиваться для нас события. А позже я сделаю по 12 домам гороскопа, и там мы по сферам жизни разберем 24 год более подробно. 2024 год по восточному или китайскому календарю — это у нас год дракона. Кто такой дракон? Вообще, это мифическое животное, это тот, кого, по сути дела, нет. Но в то же время отношения на Востоке, у китайцев особенно, это знак небесного могущества и влияния. Считается дракон очень сильный, настолько он где-то независим и может пойти даже на какое-то опасное дело в одиночку, и тем не менее он все равно выйдет победителем. Дракон — это всегда какой-то праздник, и есть такая притча, что после праздника его сожгут, но он, как птица Феникс, возродится из пепла. И в этом контексте, как раз если мы говорим о возрождении, 2024 год, это год, когда будет отстраиваться какая-то новая структура. Это год реформ, может быть, год метаморфоз и быстрых изменений. Что-то неизбежно старое, ненужное, то, что мы не можем взять с собой в будущее, оно должно уйти из нашей жизни. И очень символично, что также и Плутон окончательно перейдет в знак Водолея в 2024 году. И будет в целом много преобразований. Надо сказать, что ваша планета-управитель Сатурн, которая с марта месяца 2023 года уже вошла в знак Рыб, будет говорить о том, что новая структура будет формироваться. И как раз 2024 год, буквально до января 2025 года, это может быть какая-то консолидация или как база какой-то нового порядка, строя, иерархии тоже будет осуществлять свое формирование. То есть несколько сил, может быть, таких могущественных и достаточно серьезных, будут влиять на нас и формировать события вокруг нас. Пришло время снести что-то устаревшее и построить что-то заново. И нам всем, наверное, возродиться, как та птица Феникс. Время задавать вопросы, принимать решения важные, какие-то, может быть, мы окажемся словно на выборе, на развилке судьбы. И очень важно занимать свою позицию, более осознанную. Это найти свое место или свой фарватер, по которому мы будем двигаться в последующие годы. И, наверное, как по Плутону, лет на 20. Некоторые ситуации, безусловно, от нас потребуют силы воли и мужества. Плутон в течение года будет навязывать определенную необратимость. Что-то мы не сможем изменить. Но принять, наверное, вот эти перемены мы должны и найти свое предназначение. Или как мы себя можем проявить, как мы можем реализоваться. Под влиянием Плутона невозможно изменить или отменить вот какую-то неизбежность, какой-то курс, по которому следует, может быть, в целом человечество, мы тоже не изменим. Но для нас найти вот наше место уверенности, спокойствия, где мы можем заниматься как любимым делом, уделить внимание, а это будет важно. Год дракона, он как раз в плане личных отношений, особенно с приходом весны, первых весенних солнечных лучей, как раз для нас дает возможность, как встретить вторую половинку для тех, кто один или одна, или окончательно разобраться, может быть, в тех вопросах, если в паре были какие-то сомнения или были какие-то вопросы, которые, вы не смогли договориться, вот с чем-то определиться на последующий период. Для нас будет тоже важно. Кто-то из вас, может быть, решится на серьезный шаг, выйдет замуж или женится. Такое тоже вполне возможно в год дракона. Или кто-то из вас надумает переехать. Вот здесь могут быть такие качественные преобразования нашей жизни, которые изменят в последующем
и нас самих, и откроют для нас новые перспективы. Что касается чувств, здесь тоже осознанность. Мы не можем, хотя вы все люди достаточно серьезные, вы любите надежность. Но если прежде мы могли, где-то так более легко относиться к отношениям или какой-то связи, например, или могли какое-то время в тех же самых отношениях или в личной жизни что-то поставить на паузу, подумать. А здесь мы словно время, нам может показаться, уплотняется. Нам приходится делать вот этот самый осознанный выбор. И он может касаться не только профессиональной деятельности, но и вашей личной жизни тоже. Для всех нас будут важны такие важные качества, как психологическая, эмоциональная устойчивость. Потому что временами, наверное, год может напоминать, как американские горки из-за быстро меняющихся событий. А наша задача, обладая критическим мышлением, этот пункт тоже очень важен, потому что мы должны рассмотреть, какова реальность. Тут не где-то не проблагодушествовать будет важно, не понадеяться на то, что какая-то ситуация разберется сама, она-то будет сама по себе развиваться, но нам надо будет словно участвовать в каждом ее моменте. Давайте узнаем, что думают карты. И у нас 3 колоды. И первая колода у нас колода Золоченого Таро. Каково важное событие для козерогов, по мнению карт? Или чем мне запомнится год? Что нового войдет в мою жизнь или какие новые события? Может быть, что-то начнется? Каковы неожиданные события? Продолжим на колоде Таро иллюминатов. И первая карта будет: каково радостное событие, что доброго, хорошего, светлого войдет в мою жизнь. Что меня будет радовать? Что мне будет помогать? Такую карту достанем. Ну а что может препятствовать или помешать? И у нас остается колода 78 дверей, и мы после того, как откроем основные карты, мы узнаем, какие двери будут открыты или что я смогу осуществить. Итак, важное событие, мои дорогие. Правда, у кого-то будет переход на другую работу или переезд, какое-то важное решение, которое вы должны принять. И это вообще своего рода выход из зоны комфорта. Так, собственно, и карта называется. Как будто какой-то путь мы должны пройти в одиночку. Рассчитывать только сами на себя. И это значит, что в первую очередь мы повернулись спиной к прошлому. Прежние, как и шаблоны, не работают. Может быть, нам самим захочется пересмотреть, начиная от отношений кому-то в личной жизни, отношения в социуме или ваше окружение, как дальнее, так и поближе, или ваши вопросы по профессиональной деятельности, у кого-то смена этой деятельности, то есть вообще переход не просто на другую работу. У кого-то это может означать, что мне какой-то свой проект интересен, и я им буду заниматься. По этой карте можно предположить, что, знаете, поскольку мы что-то начинаем, тогда нам словно придется своего рода пустыню пройти или исследовать непознанную землю без карты. И значит, тогда нужно прибавить шагу, чтобы у нас получилось осуществить какой-то проект. Для кого-то из вас может такое проигрываться, когда вы, может быть, уйдете от человека, у кого-то так проиграется. И, если особенно отношения в вашей личной жизни не сложились или уже по факту вас ничего не связывает, взаимопонимание было утрачено, и остались только де юре отношения, как на бумаге. Здесь вы тоже можете принять решение о том, что я расстаюсь. Вот что-то такое бесповоротно важное, когда это развилка судьбы, это какое-то важное действительно решение, которое изменит вас и изменит вашу жизнь.
Давайте посмотрим, что же новое войдет. Значит, если для тех даже, кто изменит свою личную жизнь и прекратит какие-то те отношения, которые не имеют смысла продолжать, когда финал практически уже состоялся, вы решите этот вопрос. И, скорее всего, я уже сказала, что год дракона, он как раз для нас дает возможность отстроить свое личное счастье. Вот за это спасибо дракону, это правда. Но, значит, вы все равно один или одна не останетесь, и будут у вас возможности соединить себя узами с другим человеком, построить союз. И если мы спрашиваем, что новое войдет, а у нас выпадает старший аркан, влюбленные. Когда выпадают старшие арканы, это значит, на нас влияют события извне. Это словно судьба, назовите, или обстоятельства, вселенная. Значит, нам подарит знакомство с новым человеком, и где-то этим отношениям стоит уделить внимание. Это тоже своего рода выбор. Выбор достаточно серьезный, который мы должны осуществить. Конечно, у кого-то это может даже говорить о том, что вы совершите переезд, и, может быть, какие-то отношения у кого-то, которые были прежде на расстоянии, или вы были со своим любимым человеком в разлуке, или по каким-то причинам вы были вдалеке друг от друга, скорее всего, вы съедетесь, вы соединитесь. Для кого-то из вас, может быть, те отношения, которые когда-то были давно, прежде, они тоже вновь напомнят о себе, и, скорее всего, это будет новое, иное качество уже отношений. И тогда этому тоже как будто нужно уделить внимание, потому что есть возможность быть счастливым, быть любимым. От какого-то важного решения напрямую, мои дорогие козероги, будет зависеть качество вашей жизни. Вот выбор дважды, как минимум, у вас будет присутствовать в вашей жизни в 2024 году. Просто у каждого проиграется немножко по-своему. У кого-то это будет вопросы любви и личных отношений, а у кого-то это самовыражение, мои личные амбиции. Неожиданные события. У нас выпадает нулевой аркан Шут. И в этой колоде у нас Шут изображен как маг, волшебник. Он жонглирует как будто зодиаком. И вообще, если в колоде в другой, пусть Таро иллюминатов, это хаос перед началом творения, то здесь, я бы сказала, у Альберта Эйнштейна есть такая фраза: «Только дурак нуждается в порядке. Гений господствует над хаосом». Поэтому вам, наверное, и правда, нулевой аркан, а первый аркан у нас маг. Так кто главнее, будем говорить, или кто старше, может быть, это гений, а следующий уже маг. Значит, какая-то ваша идея, и если мы говорим неожиданные события, да здесь может быть все, что угодно. Конечно, мы должны быть осмотрительны в том плане, что подмечать, какие изменения вокруг вас происходят, исключить какой-то риск и абсолютно точно надеяться только сами на себя. Возможностей новых. Сама по себе карта характеризует какой-то совершенно новый, удивительный период, полный вдохновения, каких-то новых возможностей и, главное, возможностей самореализации. Нет ничего невозможного. Вопрос лишь в том, как мы сумеем этим воспользоваться. И если мы говорим про неожиданности, ведь это очень добрая карта. Самое главное, наверное, уметь отслеживать, что происходит вокруг меня, и правильно принимать и вовремя какие-то решения, делать вот этот самый выбор. Может быть, вы будете менять одну какую-то сферу жизни, или смена у вас произойдет по работе. Для кого-то, может быть, это совершится переезд, или у вас меняется ваша личная жизнь. Но поверьте, это потянет за собой перемены во всех остальных сферах жизни. Практически вся ваша жизнь где-то будет трансформироваться. И, видимо, уже в 2025 году, а это у нас будет год змеи, и это год мудрости, и значит, там мы что-то более мудро будем отстраивать какую-то структуру. 24 год – это реванш для вас, и он будет очень важным на что-то решиться, и в то же время не подвергнуть себя риску. Что нас будет радовать? Нас будет радовать по пажу мечей, хотя сама по себе карта, она говорит в том плане, когда мы ищем какую-то правду, или мы хотим докопаться буквально до сути или до истины.
Иногда по этой карте тайное становится явным. Может быть, вы что-то узнаете, придет к вам. Информация какая-то, я могу предположить, когда вы сделаете, видимо, вот этот самый выбор. Видимо, новости, которые приходят извне, или новости по этой карте, которые вам приносят люди, или то, что вы слышите, она может прийти любым образом, словно вас будут подталкивать, вот пройти вправо, влево. Вот эта развилка судьбы. У вас две карты. Мы говорили про выбор. Значит, определиться с чем-то вам будет, ну, отчасти проще, потому что что-то будет совершенно точно прояснено. Не будет какой-то недосказанности. Значит, в чем-то точку мы можем поставить и потом ни о чем не сожалеть. Узнаем какую-то истину и больше руководствоваться, наверное, в принятии решений без эмоциональным выбором. Вот это нас тоже будет радовать. Тогда мы меньше, наверное, совершим ошибок. И если мы говорим про эмоции, это эмоции как будто нам положены только через личную жизнь. Во всех остальных случаях эмоции нам могут помешать. Особенно, что касается по нулевому аркану. Они будут нас захлестывать. Но вопрос лишь в том, чтобы рационально увидеть, каковы наши перспективы сообразно сложившимся обстоятельствам. Давайте посмотрим, что нам будет помогать быть магом. Мне нечего добавить. У вас выпали две серьезные карты, мои дорогие козероги. Карта алхимика и карта дурак или шут. Когда-то издревле шут, паяц, он как раз был тем лицом, который мог сказать правду, находясь при дворе царя, короля. И это были очень умные и мудрые люди, которые вот в такой эзоповой форме могли произнести какую-то истину, и это разрешалось им только одним, остальным это было строжайше запрещено. Вот что-то такое между гранью возвышенного и нереального, иррационального вам, может быть, предстоит совершить, а может быть, сделать какой-то очень важный выбор в вашей жизни. И если мы говорим, что помогает, все стихии практически вам подвластны. Все будет лишь зависеть, мои дорогие козероги, от вас самих. Посмотрите, два старших аркана, и это значит, у каждого по-своему проиграется ваша судьба, развитие событий. И будут у вас возможности, ваша задача их увидеть, как и по нулевому аркану. У нас шут жонглирует всем зодиаком. А маг у нас, кстати, только 4 стихиями. Поэтому кто главнее, правда? Вот у вас такие, но огромные возможности. Ими нужно распорядиться очень осознанно. И если мы говорим про осознанность как раз в год дракона, во всех сферах жизни. Вот ничего нельзя сделать как будто просто так. Или сделать что-то небрежно. Или сделать что-то наспех. Или не додумав что-то. Вот какая-то мера ответственности на вас точно будет возложена как миссия. Что же нам может помешать? Практически ничего. С одной стороны, нам может помешать, если мы где-то ударимся буквально в какой-то материализм. Посмотрите, у нас тут нет материальных карт, а вместе с тем выпадают две серьезные карты старших арканов, которые говорят о безграничных возможностях. Но если, видимо, мы что-то возвышенное, опять же, переведем в какую-то материальную плоскость, то мы упустим те возможности, которые нам будет давать судьба. Хотя напрямую по принципу Пентаклей нам ничего не мешает. Да и в принципе, как можно помешать магу? Давайте мы с вами достанем карты из колоды 78 дверей. И мы узнаем, какие же двери будут открыты. Ключевое значение сама дверь, открытая она или закрытая в этой колоде. Ну и ключ, или как открыть эту дверь. Вы будете отстраивать свое место надежности, безопасности, стабильности. Девятка жезлов в герметической колоде Таро – это карта великой мощи. Это не просто сила, а это мощь, но которую мы не тратим попусту.
И здесь у нас человек несет эти двери. Они не закрыты и не открыты. Он их установит и закроет для того, чтобы обозначить свое пространство. Он как будто направился к дому для того, чтобы как и двери поставить, так и сделать ремонт. Нам показано, ну, не совсем хижина, но дом, который нуждается в каких-то изменениях, преобразованиях. И, судя по всему, человек настроен на это. Вы будете отстраивать свое благополучие вот в таком глобальном смысле. Не в смысле только денег, а как будто все сферы жизни у вас должны быть в полном балансе. И заниматься здесь нужно именно исходя из того, что для вас как миссия важна. Потому что девятка жезлов нам говорит, что на этом все не заканчивается. Впереди перемены. Давайте мы еще достанем карту одну. Какие двери будут перед нами открыты. Да, нам придется сделать вот этот квантовый скачок. У нас показана девушка, которая в окне зовет на помощь, а в округе нет никого, да уже и вечер, смеркается, и никто ее не слышит. Хотя, казалось бы, ей нужно сделать всего лишь один прыжок, но явно она раньше этим не занималась, и ей просто страшно. Хотя неизвестно, что страшнее. Пламя поднимается вверх, и вот оно уже касается второго этажа. И девушке всего-то навсего прыгнуть вниз. И видно, что нет какого-то риска для жизни. Но, может быть, она бы отделалась испугом или подвернула ногу, или отделалась бы синяками. Но, тем не менее, страх сильнее ее, как будто парализует ее. А ей нужно сделать квантовый скачок. Вот и вам нужно сделать какой-то скачок, потому что какая-то дверь просто по умолчанию не может открыться, потому что есть какие-то обстоятельства непреодолимой силы, и для вас вот этот переход в будущее, посмотрите, вот, наверное, поэтому у вас два старших аркана, которые говорят от того, как ты распорядишься, как ты примешь вызов, может быть, судьбы или хозяина года, дракона, как ты сумеешь увидеть возможности, которые обязательно будут, будет зависеть твоя жизнь. Что я смогу осуществить? Все будет опять же зависеть от вас. По королеве мечей в этой колоде, посмотрите, здесь королева мечей, это она как будто представляет, вспоминает женщина, как она была молода, красива, как было все хорошо, как было радужно. Это какие-то иллюзорные воспоминания, которые не относятся ни к какому делу. От них не будет никакого толка. Их не перенесешь в реальность. Они нам не помогут осуществить какой-то проект. То есть, если мы начнем где-то долго выжидать или добавим себе ненужных каких-то мыслей, сожалений, воспоминаниям, мы себе не поможем, мы где-то останемся вот в таком, ну, как будто замкнутом пространстве и словно скованы собственными мыслями, которые, опять же, нас ни к чему не приводят. А что же я смогу осуществить? А сможете вы стать императрицами. И не важно, что меня смотрят мужчины. Это карта власти. И как раз у нас Сатурн вам будет помогать, мои дорогие. Тем более Сатурн в рыбах. Это более добрый, мягкий Сатурн, скажем. Это нет каких-то четких граней. Может быть, для этого и нам карты выпадают, говорят, это у вас еще больше каких-то возможностей будет в этом году. И по карте императрица, когда практически нет ничего невозможного, изобилие, процветание. Тут любая сфера, какую ни возьми, как если, допустим, творчество, какие-то новые проекты, которые получат признание, продолжение. И если это ваша работа, значит тоже получение либо должности новой, рост по карьерной лестнице, когда вы сможете реализоваться, и вы уже сами какой-то путь, процесс направлять, не быть на вторых ролях, а все-таки вот как императрица. Безусловно, императрица – это материальное какое-то вознаграждение. Нам говорят, что вот не нужно думать о чем-то более мелком. У вас какие-то боли должны, ну, так на высокое надо думать. На высокое, наверное, и ставить. Ну и понятно, императрица про личную жизнь, мои дорогие, тоже говорит. Для кого-то это
создать семью, рождение ребенка, особенно для девушек, для женщин. Здесь нет ничего невозможного. И если мы говорим, это карта власти, это власть доброй. Взаимодействие с миром, взаимодействие правильное с людьми вам откроет совершенно новые возможности. Не просто в 2024 году. Вы как будто должны достигнуть такого статуса, а в 2025, наверное, там вы будете уже укреплять свои позиции. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.